этом видео мы с вами научимся вязать баварское вязание по кругу. Ну, тут что нужно иметь в виду? Что баварское вязание само по себе делает полотно плотным и пышным за счет вот этих вот пышных столбиков, за счет выпуклых вот этих вот линий. Поэтому, когда мы вяжем по кругу, то полотно вдвойне утолщается. Оно очень приятное на ощупь, мне очень нравится, но нужно быть к этому готовым. Вязать мы будем по кругу, причем сразу с нижним швом. То есть мы начнем вязать цепочки воздушных петель, дальше начнем ее обвязывать и выходить на узор. Я вам покажу, как я все это буду делать. Что еще нужно понимать про соединение. Видите, вот я меняю цвет, когда протягивается изнутри нитки разного цвета. И шов получается диагональным за счет того, что смещается рисунок. И еще что нужно знать, что количество петель в начальной цепочке должно быть кратно 6. Итак, поехали. Так, начнем вязать. Начинаем с узелка. Нам нужно набрать количество воздушных петель кратное 6. Я для образца наберу, например, 24 петли. Вот, набрала 24 петли. Дальше я должна обвязать эту цепочку воздушных петель, чтобы перейти на круговое вязание. Я провяжу весь ряд столбиками без накида, начиная со второй петли от крючка. Дойду до конца и здесь вот вас встречу. Довязала до последней петли. Сюда же провязываю еще 2 столбика. Мое вязание развернулось. Хвостик я придерживаю с изнаночной стороны, чтобы его тоже обвязать. И дальше в каждый следующий, под каждую следующую петлю я снова провязываю столбик без накида. Таким образом я обвязываю дно, возвращаюсь к началу ряда и жду вас вот здесь. Дошли до конца, провязали вот последний столбик. И теперь осталось в то место, куда мы провязали первый столбик, провязать еще 2 и соединить. Соединяю я следующим образом. Завожу с изнаночной стороны подобие дольки первого столбика крючок и протягиваю петлю на изнаночную сторону. Соединили. Вот это у нас получилось дно. В следующем ряду нам нужно перейти на контрастный цвет, поэтому я протягиваю через петлю на крючке контрастный цвет. Провязываю одну воздушную петлю. Далее первые 2 столбика пропускаю, в третий столбик вяжу 4 столбика с накидом. Одну воздушную петлю и туда же еще 4 столбика с накидом. Следующие 2 воздушных петли нужно пропустить, но здесь важно обратить внимание, что, вот смотрите, мы вязали вот в эту петлю, следующая за ней вот эта, но она чаще всего прикрывается нашими столбиками, поэтому вы можете ее не заметить, а нужно ее заметить. Поэтому вот внимательно смотрим, вот одна, вот вторая, и вот в третью петлю мы вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. Без накида. Снова пропускаем 2 петли, в третью вяжем опять нашу ракушку. 4 столбика с накидом. Одна воздушная, туда же еще 4 столбика.
Снова внимательно смотрим. Раз, два. В третью вяжем столбик без накида. Так мы продолжаем по обеим сторонам вязать. Если вдруг, то есть вы вот здесь вот поворачиваете, как обычно, у вас здесь вот петли идут, все в порядке. Если окажется, что в эту петлю надо будет провязать ракушку, вы ее провязываете, полотно само потом сложится. Вот так мы вяжем ракушка через столбик. И я вас встречу вот здесь. Все-таки покажу вам на всякий случай вот этот боковой момент. Вот у меня на середину ровно выпал мой столбик. Вот я пропускаю раз, два, и вот сюда я провязываю мою ракушку. И совершенно ничего меня здесь не смущает, что мне там неудобно вязать или полотно как-то не так лежит. Все в порядке, просто вот здесь вот так вот загнется, видите? И все нормально. И дальше мы продолжаем вязать, как ни в чем не бывало, до конца ряда. Вот как у нас это выглядит сбоку. Вот мы довязываем последнюю ракушку. Через 2 петли столбик без накида. Все, завершили. То есть как раз у нас здесь 2 осталось до следующей ракушки. Теперь нам нужно соединить точно так же вот в эту вот первую петлю нашей ракушки. Вводим крючок, захватываем нить и затягиваем. Получается вот такая у нас смешная штука. Переходим на следующий ряд. В следующем ряду нам точно так же нужно поменять цвет. Возвращаемся к серому. Одна воздушная. А в следующем ряду нам нужно сразу же оказаться вот здесь. Мы окажемся там с помощью соединительных столбиков, которыми провяжем вот так вот все столбики. Дальше сюда, в эту арку, мы провязываем столбик без накида. А теперь смотрите, что мы будем делать. Накид. Вводим крючок с изнаночной стороны. Обхватываем за ножку первый столбик предыдущего ряда. И провязываем столбик без накида, но не до конца. Вот до такого состояния. Потом снова накид. Снова с изнаночной стороны обвязываем ножку предыдущего ряда столбика. Провязываем не до конца. Снова накид. Снова провязываем не до конца. И последнюю. Снова не до конца. Так мы 4 вот этих столбика, видите, обвязали. То же самое мы проделываем со столбиками следующей ракушки. Точно так же мы с вами делали при вязании баварского вязания из центра. Тут то же самое. Вот такая у нас конструкция. Теперь протягиваем рабочую нить через все петли. Еще раз протягиваем рабочую нить. Дальше нам нужно оказаться вот здесь. То же самое, соединительными петлями вводим крючок под вот эту вот нашу вот последнюю такой столбик. Провязываем соединительную и еще одну. Теперь уже не под столбик вводим, а здесь вот под перемычку вот так. Можно было бы здесь оказаться путем воздушных петель, но тогда образуется отверстие. Мне оно не очень нравится, поэтому я делаю вот так. Сейчас я вам еще раз покажу. Итак, мы оказались у центра следующей ракушки. В нее провязываем столбик без накида. И дальше операцию повторяем. Накид. Обвязываем первую ножку. Не до конца. Накид. Обвязываем вторую ножку. Тоже не до конца. Третью.
4. И теперь 4 ножки с этой стороны. У нас должно быть на крючке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Протягиваем рабочую нить через все 9. Снова протягиваем рабочую нить через петлю. Теперь соединительными петлями. Смотрите, сначала я ввожу крючок вот сюда, а вторую соединительную я ввожу крючок вот под верхние нитки, вот здесь вот. Вот так. И тоже вяжу соединительную. Вот так. Снова в угол столбик без накида и продолжаем. То есть так по всей поверхности мы делаем такие вот. То есть здесь мы делали ракушку, она у нас раскрывалась, а здесь мы ее собираем обратно. Вот так вот до конца ряда. Жду вас вот здесь. Почти дошла до конца. Вот обвязываю эти 4 ножки. И сейчас обвяжу соседние 4 ножки. Несмотря на то, что тут стык, да, это меня не смущает. Я абсолютно так же обвязываю три и вот 4. Протягиваю нить, закрепляю и перехожу соединительными обратно в центр. То есть вот такая вот штука у меня получается. Вот я провязала ряд. Здесь я цвет не меняю, я остаюсь в сером цвете, потому что мне хочется, чтобы у меня были одного цвета эти ромбы. Итак, что мы делаем в следующем ряду? В следующем ряду, в общем, то же самое, что мы делали и здесь. Мы теперь должны расширить ракушку. Для этого 1 воздушная. В центр нашей следующей ракушки мы провязываем так же, как делали с вами в первый раз. Мы провязываем 4 столбика с накидом. Одна воздушная и снова 4 столбика с накидом. Вот 4 столбика с накидом провязали, 1 воздушная, снова 4 столбика с накидом, 1, 2, 3, 4 и следующую петлю, где у нас вот столбик был, мы провязываем снова столбик без накида. Вот такая вот штука у нас получается. 4 воздушные, 4 столбик. Опять то же самое. То есть в каждый центр каждой нашей ракушки мы должны провязать 4 столбика воздушные, 4 столбика. И здесь столбик без накида. Жду вас традиционно вместе с соединением. Вот я довязала ряд, провязала последнюю ракушку. Делаю последний столбик в этом ряду без накида вот сюда. Пытаюсь. Дальше мне нужно перейти на новый цвет. Поэтому я думаю, что я этот последний столбик уже здесь перейду на новый цвет. Просто не довязываю серым цветом. Сейчас протяну белым. Вот, завершаем. И дальше все то же самое. Нужно нам опять оказаться вот здесь в центре. Мы сделаем это соединительными столбиками. Вот таким образом. Вот мы оказались в центре. Провязываем столбик без накида сюда же. И дальше начинаем обвязывать наши ножки так, как мы и делали. То есть тут дальше одно и то же все время. То есть мы в одном ряду обвязываем ножки, таким образом сужаем ракушку. В другом ряду мы, наоборот, вяжем в центр предыдущей вот этой нашей собранной ракушки. Вяжем столбики с накидом, таким образом ее расширяя. А из-за того, что мы провязываем вот так вот, обвязываем, да, ножки столбиков, у нас получается, собственно, вот эта вот рельефность баварская, за которую мы все ее так любим.
Соединительными доходим до верхушки следующей ракушки, провязываем в нее столбик без накида и дальше идем тем же самым способом. То есть вот у нас вырисовываются, вырисовываются ромбики. Вот тут вот эти вот стежки такие интересные получаются, разных цветов. Можно, кстати, использовать больше, чем 2 цвета. Смотрите по вашему усмотрению. Можно использовать градиентную пряжу, менять цвет в каждом ряду. Или можно, в принципе, вязать и одноцветную баварскую вот такую вот подушку, да, или сумку, или любое другое круговое изделие. Оно все равно будет рельефным за счет вот этих выпуклых столбиков, но по цвету не так выигрышно будет смотреться. И вот у нас вот такое вот дно. Можно было бы, в принципе, вот эти вот первые ракушки сделать серым цветом, чтобы дно было вот таким вот, ну, не четко выделялась вот эта полоса. Но это как вам больше нравится. Вот такая вот история, очень удобный способ. Единственное, что, как я вам показывала на большом варианте, вот здесь вот нитки будут переплетаться наискосок. Это, пожалуй, единственный минус, который я вижу в данном способе вязания. Приятного вязания, жду ваших вопросов, если они появятся.